Всем привет, друзья! Это вы удачно зашли. Мой репертуар по фруктовым кексам продолжается. В одном из предыдущих видео я делилась рецептом апельсинового кекса. А сегодня я приготовила банановый кекс с шоколадом. Банановый кекс с шоколадом, так же как и апельсиновый, готовится очень быстро, поэтому сразу можно включить духовку. Этот рецепт может стать находкой для любителей дуэта банана с шоколадом. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово рецептом этого вкуснейшего кекса на скорую руку вместе. Сразу хочу отметить, что желательно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Итак, 3 яйца отправляю в чашу миксера, взбиваю на малых, затем на средних оборотах, в общей сложности где-то 5-6 минут. Насыпаем в чашу миксера щепотку соли для баланса вкуса и чайную соду. Ее можно заменить на разрыхлитель, естественно. И вновь взбиваю примерно столько же. Взбитые яйца увеличились в объеме в 2 раза. Сюда же постепенно добавляю сахар и продолжаю взбивать. Масса становится пышной и светлой. Теперь очищаю банан, нарезаю его на кусочки, картофеля мелкой, затем отправляю в яичную смесь. Сюда же отправляю масло. Все еще немного мешаю. Хочу отметить вот какой момент. Банановый кекс получается намного вкуснее, ароматнее с перезрелыми бананами. Так что, если вдруг вы у себя дома, на балконе, в холодильнике, где вы их обычно держите, обнаружите переспелые бананы, то не торопитесь их выбрасывать. Идем дальше. В миску в несколько этапов отправляю муку и мешаю тесто. Миксер уже не нужен. Мешаю тесто силиконовой лопаткой. Также можно мешать тесто деревянной ложкой. Не суть. Самое главное, тесто получается не густым и достаточно гладким. Муку я обязательно просеиваю перед любой выпечкой, так как в пачке мука лежит под грузом собственного веса, а просеянная мука обогащается кислородом, благодаря чему выпечка получается воздушной и дышащей. Сюда же отправляю 3 чайные ложки капли шоколада. Его можно заменить обычной плиткой шоколада. Где-то 60-70 грамм будет достаточно. Конечно же, шоколад можно и не добавлять в кекс, но с ними получается вкуснее. Все, тесто готово. И я отправляю его в противень. Противень не обмазываю маслом, но для того, чтобы потом долго не возиться мытьем посуды, застилаю противень пергаментной бумагой. Несколько раз аккуратненько, без фанатизма, стучу противнем по столешнице, чтобы тесто равномерно распределилось. Силиконовой лопаткой делаю продольный разрез, чтобы более или менее ровно прорвало тесто при выпекании. Даю тесту отдохнуть буквально несколько минут и отправляю его в заранее разогретую духовку. Пеку кекс при температуре 180-190 градусов в режиме вверх-вниз без конвекции. Примерно 50 минут. Вы же ориентируйтесь на свою духовку. Готовый кекс на всякий случай проверяю шпажкой. Она должна оставаться сухой. Ну что, друзья, как вы убедились, самый доступный набор продуктов, которые имеются буквально в каждом доме, где маломальски любят готовить, плюс немного потраченного времени и вуаля! Неимоверно вкусный, простой в приготовлении банановый кекс с шоколадом готов. Еще в горячем виде сверху насыпаю кекс с сахарной пудрой, даю ему чуть-чуть остыть, нарезаю и подаю кекс на стол. Вот, несмотря на то, что банановый кекс с шоколадом готовится из самых заурядных продуктов и, в общем-таки, на скорую руку, он получается безумно вкусным и
настолько нежным, что просто тает во рту. Обязательно приготовьте такой вкусный кекс для себя и для своих близких. Я всем желаю приятного аппетита, хорошего дня, бодрого настроения. Благодарю всех за просмотр, за ваши лайки и отзывы. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас у себя в гостях, ведь я и рада, всегда вам рада.